Всех негров приветствую. Остальным желаю добра, любви и процветания. На вашей хлопковой плантации. Перейду сразу к делу. Какой? Ля какая-то обновленная коллекция нашего нового мерча. Интересно. Также на нашем сайте hardplaystyle.ru есть много еще всего интересного. Феноменально. Советую посетить. Первая ссылка в описании. Все, а теперь видос. Всем приятного просмотра. Пошло пожилой процесс. Никогда я говорил, что не буду смотреть Twitch. Никогда! Ну ладно, посмотрю. Всякие вот эти вот ваши вот эти. Но Twitch контору посмотреть. Он делает очень хорошее видео. Он, она, они, не знаю кто. Лайк поставил. Я подписан с времен, блядь, не знаю кого. Еще раз, все эти. Ссылку оставил внизу в описании. Все надо. Там новости сейчас, блядь, по всему. Вы хоть наконец-то посмотрим, что там на Твиче. Ну там не только на Твиче, там еще и на Ютабе. Ну да. Так, все, поехали. Ай, ну, как говорится, давай. Ай, ну давай. Твич контора, блокировка стримеров, позор в Осуждаем. Я как на Твич вернулся, блядь. Хорошо, что я там в бане. Разбаньте, пожалуйста, я так больше не буду. Я правда не знаю, что я сделал. Интересно, что же он сделал? А, я знаю. Пожалуйста, ну кто там? Я ничего не говорил. Я только сказал, что слово негр. Ну негр, а как мне его назвать? Афроамериканец очень длинно. Да, в школе говорили, вот это негр. Да, все, я привык, негр это негр. Плюс год бана нахуй. Нейросети и дипфейки. Что такое дипфейки? Дипфейки это когда писюн показывают. Все, поехали. Ну а что еще ожидать? Это ж Twitch, блин. Так, все, погнали. Вот что-то есть вот в этой Twitch-конторе, вот что-то есть вот. Знаешь, вот сейчас хоть наконец-то я посмотрю, что там за новые стримеры вы мне говорили. Там все, я знаю нескольких, да, знаю. Я сразу хочу напомнить, что надо поставить лайк и подписаться. 37%! 37! Ладно, 34. 37 было позавчера процентов неподписанных на канал смотрят. Вы что, с ума сошли? Как вы это делаете? Больше трети. Посмотрел, блядь, и кнопочка, сука, подписаться не нажал, не поддержал. А я тебе настроение поднял. Подпишитесь, пожалуйста. Спасибо. Вот 10 тысяч подписок сделаем, значит, вы молодцы. Не сделаем, снова молодцы. Поехали. Ох, вот эти вот всякие анимации мне очень нравятся. Очень нравятся, да. Это 6.3 АМГС. Была у одного красивого стримера когда-то. Скоро другую возьмем, не ссы. Ой, бля. Добряем. Ля, бля! Здорово, смешариком. Hi. Остальным соболезную отдыхайте. Чтоб быть с нами смешариком, надо всего-то подписаться на канал и на ТГ, прикинь. Это все. Итак, пока вы вытираете белую спину после апреля. Уже похоронили. Кстати, что-то в этом году обошлось без вот этих вот мега крутых шуток. Или мне просто повезло, когда вот это... у тебя спина белая! Звука на стриме нет! Несколько мемов в помойке. Ой, а это что за уведомление? Наверное, спамчик. Самое любимое. Поздравим, как обычно, эти картинки со стримерами. С днюшкой вас, дорогие. В этом месяце поменьше родилась Чикай. Всех благ и здоровья. А теперь к основе. И сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все... Начнем с важных новостей. Аункер сменил притчу, смотрите. Ой, опять две одинаковые Не знаю кто. Нет, подожди, КС стример. Если что, поправьте, по-моему, КС. скины. А вот Эвилон Сейчас уже в бане. Сейчас я все вспомню. Сейчас я всех узнаю. Что я зря столько лет стримил там на Твиче? 2 года, ладно. 4-й Ладно, 2 года и 3 месяца. месяц. Последний месяц на рассмотрение опилки. Сколько? 4 месяца в бане? За что? Слышите? Не разбанит же. Не, походу разбанит. А за что? Походу разбанит. За что, кто в теме? Ладно. 4 месяца что-то жестко. Радоваться. Правда, через месяца 4. Но все равно. Имеется ситуация. Имеется. Время Ой, быстро очень много. улетело. За этот период вышли долгожданные игры, став рекордсменами. Ну ладно, да, согласен. Ну не совсем. Ну ладно, да. Не парочку, да, точно. И по онлайну на Твиче в короткие сроки. И самой обсуждаемой темой в геймдеве, кто уже успел поиграть.
Если не успели поиграть в Atomic, то у вас не так много времени. Игру пытаются запретить и снять с продажи в Украине за пропаганду и романтизм Советского Союза. Больше Брера я не Кстати, уже гуляет инфа про... Начинается, бля, ебатория. Ой, бля. Серьезно? Ну ладно, почему бы и да. Пропаганда, блядь. Давайте все игры запретим. А нахер оно надо? А что там? Да. Хорошо, мы ее прошли с тобой, да, на канале Hardplow. Заходишь в трансляции, да, или плейлист отдельный Atomic Heart, там целиком прошли. Продолжение второй части. Давай. ВК Плей успели обосраться. Нет, подожди, родной. Еще разок можно? Давай. Да ну нет. Ну это Алиночка. Нет, ну хотя... Ай, ну давай! Могу. Тихо! ВК Play успели обосраться и обмануть своих пользователей с релизом Atomic Heart. Сначала продавали за 1500 рублей, а потом вдруг ценник поменялся. Хотя многие уже купили по старому ценнику. Я по-старому покупал. Поддержка блокировала недовольных пользователей. Вот и получаем подтверждение, что площадка говно. Не. Это осуждаем. Прекраснейшее, замечательное. Сука, только зашли, сейчас забанят. Первый стрим мой. Сейчас даст тебе площадка говна. Хорошая площадка. Дай постримить немножко, хотя бы фильм посмотреть. Блять, что ж такое, а? Не успеешь зайти, все. Ну ладно, про игры понятно. Но есть еще более важные новости. Вы сидите. Ложитесь. Марк расстался с Аней. И стримов на вишенке больше не планируется. Кто? Марк с Аней? Какой? На самом деле, расстались мы довольно-таки давно. Мы с Марком не в отношениях с начала декабря. Я их знаю, очень хорошие ребята. Вот, мы приняли с ним совместно такое решение. Да, мы расстались с Анькой. Очень красивый молодой человек, очень красивый. Да. К огромному сожалению. Мы остались Ни разу, правда, не пишет в личку. 3.14. друзьями, и я безумно этому рад. То есть мы А с я, Аней между прочим, его общаемся любил. каждый день, Да. я думаю, мы Как будем родного. видеться. Отношения живут 3 года, и все. Дальше либо рывок, какое-то возобновление отношений, либо вы расстаетесь. 3 года? 3 года отношения живут. Хотя где-то он прав. Не знаю, мне нравилась эта пара. Хорошие ребят были. Как были, они и сейчас есть. Такие. Хорошие были. Хорошие. Отношения живут 3 Да, года. эта пара не раз выручала мои нарезки своим контентом и поднимала настроение. Жалко, что геморрой вот так разлучает пары. У меня снова вылез геморрой. Соболезную, Марк. Следом идет расставание Генсухи и Вади, не менее грустная новость. А добить всех... Я настолько выпал вообще из всего этого мира, настолько я вообще забил на все на это вообще. Уже расстаются, я не знал, что они встречаются. Решили Кореша С другой стороны, нахера мне это? Акулич, заявив о расставании. Кто Кто? Кого? Акулич, кто это? Кого? после этого верит в любовь? Сет. Ну, короче, чат, мы просто снова расстались. Я так держу в курсе. Прилайкай, мы снова расстаемся. Я лайкаю. Twitch заанонсил место проведения TwitchCon 2023 года в 2 странах. Впервые во Франции, в Париже и Северной Америке, в Лас-Вегасе. И уже дропнул покупку билетов и значек. Цена еще больше увеличилась с прошлого года. Партнерам отменили скидку в 50%. В первый же день появились бунты от партнеров. Twitch экономит на всем, на чем может. Но хоть в этот раз батуты сделают без бетонной прокладки в 10 сантиметров. Плохой смех. Плохой смех. Там была моя любимая самая стримерша. Я ее творчество наблюдаю, знаешь сколько? Все ее видеоролики, все пересмотрел. Моя любимая кто? Кто? Ну кто? Вот чат знает, кто на стримах бывает, да. Кто? Кто? Не знаешь кто? А я тебе скажу. Амара... Кого? Ой. Я являюсь истинным поклонником, да, Адрианы Чечек. Прекрасные стримы. Да, я смотрел ее прохождение всяких соус-лайков, да.
Не только, правда, прохождение, там разные другие тоже видеоролики там смотрел, там просто там как в том самом фильме. Хер. Еще один хер. Сколько это, говорит, херов? Много, блядь. Это было в прошлом. Но неважно. Да, очень уважаю эту стримершу. метров. Хотя, кто знает. Прошел стрим Awards от Стримфеста. 2000 голосов. Но как-то странно выпали награды. Злой у нас в фитнес-тематике, а не в казино. Братишкин в ИРЛ, а не в АФК. И лучшие стримеры это пятерка. Круто. Ну и остальные номинации вроде норм. Это ладно, понятно. Но когда Стримфест, дропните уже инфо о проведении. Будет или не будет. Алла, как слышно? Будет или не будет? Ах да, прошло второе фанатское награждение стримеров за бугром. Организатором стала Синдерелла, которая потратила на всю движуху почти $1 000 000. Вот весь список наград и победителей. Что, блядь? Кого? Стримерша просто сделала. И все? Так можно, что ли, было? Только я не понимаю, зачем их делать несколько, да и год только начался, а уже подводят итоги. Лан Зачем, я все не знаю. равно зафармила 400к онлайна и хорошее настроение. Tell everyone what you smell like. Yes, of course, go for it. Dick. It's dick. He doesn't smell dick. It's dick. It's dick. It's not dick. It's. Jake, get the fuck off the stage. Пришел, блядь, на премию. Джек говорит, пошел нахер со сцены, блядь. Блядь, прекрасная, говорит, премия, очень понравилась, больше не приду. Все просто, до свидания. Oh, sorry. Oh my god. About to say this, but hello, ladies and gentlemen, this is your Daily Dose of Internet. Hello, everyone, this is your Daily Dose of Internet. Can you believe it? Я не знаю, кто это. I'm here. Let's go to Sweet Anita. No, let's go to Sweet Anita right now. Where are you? Sweet Anita. 400 тысяч онлайна просто бам! И все, кто смотрел, бам! Просто отлетели, блядь, в прямом эфире. За секунду, ёпта. Молодец, парень, просто. Лучший. And the winner. Нет, ну я слышал, что они, афроамериканцы могут говорить это слово любимое. Да, вот, а вот другим нельзя, уже обидно, да, обидно. Не знаю, кому, правда, ну ладно. Best GTA roleplay streamer is Buddha. Вот этого знаю, чувака. Вот этого знаю. Кай Сенат. Кай Сенат сейчас затащит. Он тупо не приехал. Кстати, у испанского стримера получилось в разы лучше, но там и цифры другие были. Мне такое что напоминает. Вот она, Рика, в чате пошла. Все пропало. Все пропало, шеф. Вопросов не Все вижу. пропало, блядь. Миша, что Есть набор каких-то символов. Набираем много лайков, я выкладываю нарезку. Она уже больше года у меня готова лежит. Зря. Вот так вот выводить на экран чат, это очень опасно, блядь. В прямом эфире на трансляции. Это прям вот ошибка новичка. Сделать СНГ награждение по типу Stream Awards в конце года. За место номинации Прикольно. года от меня и Прикольно, Макривского. Лично я очень жду такую тему. Надеюсь, будет не как обычно. И Вадя сделает то, что сказал. Осталось только разбаниться. 4 месяца Twitch жестко. отметил 16-летие площадки уходом генерального директора Эмета Ши. Его место займет президент Дэн Клэнси. Ну, Ши... Бля, прикинь. Блять. Нет, ну а что нам конторе? Просто 16 лет исполнилось. Говорит, давай как-нибудь отметим, давай. О, генеральный директор говорит, пошел нахуй отсюда. Все, блядь, ушел. 16 лет толкал эту тележку. До свидания. Молодец. Шир останется на площадке в качестве консультанта, заявив, что Консультанта, Twitch его ребенок, и он всегда будет рядом. Через неделю Twitch уволил 400 сотрудников из-за экономической неопределенности. Наша компания, как и многие другие, пострадала от текущей макроэкономической Блядь. ситуации. Темпы роста числа пользователей и объем текущих доходов оказались ниже прогнозируемых. Для обеспечения финансовой устойчивости нашей компании Ну да. 400 человек просто взяли, убрали.
кикнули из компании, блядь, это явно спасет ситуацию Твича. 100%. Вот именно вот это спасет, да. Знаете, это как называется? Пришел новый директор, говорит: так, сучары. Кто мне там смеялся? Ты? Да, ты? Весь отдел. А кто еще смешной у нас был? Давай, до свидания, блядь, всех. Молодец, молодец. Мы приняли очень непростое решение Очень непростое. сократить штат. Наша миссия Очень. До слез, расширять до возможности слез. сообществ для Плакали совместного всей творчества. палатой. Вы полагаетесь на нас в предоставлении вам инструментов для создания сообществ. Да, Безопасного. у меня инструмент вообще по кайфу. 2,5 года на площадке не стримил, блядь. 31 декабря бан, блядь. Пермак, ёпта. Ой, господи, рудники. Пермак. Я говорю, за что? За что, деда? Говорю, блядь, у меня ни одного замечания даже на стримах не было. Я говорю, за что? За что вы меня забанили? Бессрочно, блядь. На нахуй. Я внимания даже не обратил. Просто так. Почему бы и да? Стриминга и получения дохода от занятия любимым делом. Мы Очень серьезно да. относимся к этой ответственности. И иногда нам приходится принимать крайне непростые решения. Слышишь, ты серьезно? Дэн Кленси. Почему? За что забанили? За что? Я не заходил, я не вел там трансляции, гадость. Разбаньте, блядь. Чтобы защитить компанию и обеспечить Twitch долгое будущее. Еще не так давно хвастались зарплатой своих сотрудников, а тут такое, короче, держит планку. И это даже не вся грязь Твича. У Амазона есть канал Crown, где они часто крутят свою рекламу по 150-500 тысяч долларов за продвижение, хотя создают свой актив с помощью главной страницы Твича, заявляя, что это заинтересованные зрители, но все и понимают, что это мусорные просмотры. Кто из вас оставался смотреть стримера на главной странице? Правильно, никто. Вот пример с мертвым чатом. У Амазона же другое мнение насчет этого канала. В прошлом за подобное рекламодатели отсудили у Фейсбука $40 миллионов. Думаю, новый суд уже не за. Чего? Так, юристы есть в чате? Я чувствую, что мои права крайне ущемлены. Пополам. Еще разок можно? На рекламодатели отсудили у Фейсбука $40 миллионов. Смотри, если за такую шляпу отсудили $40 миллионов, то за незаконный бан в комментариях на ютубе напишите там. Если есть юристы, можно поработать. Думаю, новый суд уже не за горами. Даже Некоглай додумался активизировать свой чат ботами для рекламодателей, а Twitch нет. Бля. Санек Пердич заанонсил новый проект хозяйские игры. Находится в разработке и будет в ангаре, который они снимают. Вот это я смотрел, Молодцы ребята. Вот эти молодцы ребята начали что-то делать интересное, прикольное, такое фановое. Молодцы, молодцы. После чего Санек с командой съедут с него. Почему вы с ангара съезжаете? Потому что он стоит 750 тысяч в месяц. И когда вы заканчиваете? Я один его. Но до 14 числа нам надо съехать. Я сниму там шоу, которое я построил. 14 мая? Да. Ну да, такой ангар может реально столько стоить. Надеюсь, хоть шоу даст просраться телевизионным копиркам. Короче, ждем. Слушай, ну если на самом деле они YouTube сделают смягчил такое, будет правила круто. монетизации видосов после масштабного бунта блогеров и аудитории. Видосы с матами вновь монетизируются, если матов немного в ролике, они используются в контексте. Дропнули видос. Вот смотри, в контексте сейчас я уверен, как контент-мейкер, вставить слово хуй. Просто хуй. Да, посмотрим. Я чувствую, что это часть как бы контента. То есть сейчас оно просто необходимо, это слово, да. Пояснениями. Но чё-то у нас все равно не работает. Например, в ТК Клипс почти каждый видос получает 18+ за маты стримеров. А, это нормально. Даже если мы их пытаемся стирать. Это YouTube нормально. контора. Вот он. Прошел неофициальный пиксель батл. Ну как прошел? В одни ворота со скандалами в 89-м скваде и баном за наготу пикселей, лол. Устроим сбучку. Ебать. Но никто даже не подозревал. Каждый раз одно и то же. Блять, давайте, говорит, просто сделаем красивые картинки. Да, давайте. Каждый раз, блядь, срачи какие-то. Все везде в каловых массах и писюнах. Стабильное дерьмо. Что сам основатель канала за политику в чате и хейт-рейды, чтобы повысить актив. Инфа от бывших редакторов канала. После такого вообще не жалко автора. Что если мы потом все нахуй сотрем, вообще все, и напишем конец сезона? Просто написать М. Идем дальше. Пиксель батл от ВК Play анонсировали на презентации ВК.
Так он же был последний. Опять поднимают. Но и тут не все гладко. ВК умирает очень быстро. Недавно убили все огромные паблики обрубили. Вот это да, вот это вот скандальчик-то был не слабенький. Когда, по-моему, зашли что-то зумерки какие-то там, тиктокеры, вот это вся вот эта вот запрещенной сети в нашей прекрасной стране, да. Зашли эти тоже ребята, и, короче, типа ВК начал их форсить, а миллионники паблики убил. Это я слышал такую тему. Хорошо, что у нас полумиллионник. Если что, ссылка на наш паблик тоже будет в описании. Охваты, чтобы продвигать проплаченных челов. Вот забавный моментик. Думал, также просмотров накрутит, как в ЧБД. Pixel Battle лишь небольшой предлог показать актив на площадке. Они нам срезали охваты. Они нас выкинули полностью из всего. Они украли у нас рекомендации. Воры. Они нас оттуда выселили. И туда сейчас закинули челов, которые партнеры ВК. В кавычках, которые, ну, типа, тиктокеры, ютуберы. А челы, которые 10 лет паблики тиктокеры создавали, у них вот статистика. Вот, летит. И вниз улетело все. Их просто срезали, да? Отрезали. У чела 50 пабликов, миллионников. И везде умерло все. Мне послышалось? Их просто срезали, отрезали. У чела 50 пабликов, миллионников. И везде умерло все. Чел 10 лет фармил сетку пабликов, и по щелчку пальца у него отжали вообще все полностью. Лично я участвовать не собираюсь. Это похороны для ВК. Площадка прогнулась, превратившись в проплаченную помойку. Это еще не учитывая явную накрутку комментов и просмотров на ЧБД. Единственное, что нас удерживает, это ВК-музыка. Ссылка на огромный пост от создателей сетки пабликов в описании. Чтобы забить последний гвоздь в гроб. Вопрос. Как русская компания закупила рекламу блогеров в заблокированном в РФ Инстаграме? Привет, друзья, помните Pixel Battle от ВКонтакте? Он снова появился. Я думаю, многие из вас любят, знают, а может быть даже обожают Pixel Battle. Я думаю, что многие из вас и так уже знают, что такое Pixel Battle. А вы уже принимаете участие в Pixel... Что? ВК закупал рекламу Pixel Battle? Чего? Батле ранее писал про него в своей группе ВК. Готовы на экстремизм захваты. Короче, дизреспект, рестон пис. Майл убила очередной... Блять, у меня шум какой-то в наушниках был. Площадку. Получается, каждый создатель Pixel Battle навернул лопату говна? Испанский стыд. Грустная новость для фаната Диппинса. Он натурал, и у него есть девушка. Ребята, она совершеннолетняя. А мы вместе достаточно. Зовут Аня. Все. И все. Какие-то наводящие вопросы я ответил. Хорошо? Ушла эпоха. У меня. Можете еще отсосать? Не, сосать не надо, ты просто поцелуй. Илюха Мазилов. Твич хули. После солдаута своих первых сольников заанонсил целый тур по городам России. Смотрел, короче, блядь, где-то мне какая-то нарезка, блядь, попалась, то ли что-то вы куда-то кидали, типа, как относишься к творчеству. Я что-то от нехер делать. Взял, пошел, посмотрел. Я отношусь очень круто к такому творчеству, объясню почему. Потому что ребята, которые что-то делают, я не скажу, что новое, но они не сидят на месте, они двигаются, получается, не получается. Чувак вышел на сцену, я уверен, там у него никакого вокала, ничего нет, но если его смотрит огромное количество людей, как бы всем от этого в кайф, типа, ну а ли нет. Поэтому молодец, красавчик, вот так вот скажу, хоть и не знаком с ним. Быстрый растут дети, аж слеза наворачивается. Вот список городов тура и числа проведения. Даже вырезать не буду. Пусть продвигается, развивается и, да, кто смотрит, придите, поддержите. В Питере, как обычно, жду. У меня никогда такого не было, чтобы люди ценили меня как человека за музыку, за всю остальную хуйню. Меня Один Рос, бывший топовый стример с Твича, заявляет, что остальные топовые стримеры тоже перейдут вслед за ним на площадку Кик. Чего? Куда? На какую площадку? Мойную копирку с Твича, у которой... Спасибо, Twitch конторе пояснил, блядь. При даже своего приложения не было целый год, лол. Такие как Айша Успит и Кайсенат. Ну конечно. Именно для этого Кайсенат поставил абсолютный рекорд Твича в 300 тысяч сабов за время Сабатона, чтобы перейти на Кик. Все сходится. 300 тысяч сабов? Twitch, кстати, отблагодарил Кая за данный рекорд кроссовками.
ты представляешь, сколько Twitch с этих сабок рубанул денег? Там же, блядь, да там просто немеренное бабло. А вы что думали? Там несколько Щедрость сотен тысяч не долларов. знает границ. 300к сабов примерно 1,5 миллиона долларов. 750к забрал Twitch себе. 750 тысяч долларов. Демонстративно так пальцем вверх. Одну секундочку. Блять! Ой, господи. Рудники дают о себе знать. 50 миллионов рублей. Просто с одного парня. Кроссовки прислали. Это просто заебись. Тут же подлетела инфа о ботах на этой площадке от западных ютуберов и стримерах. У них волшебным образом появлялись зрители ниоткуда, даже без уведомлений. Хотя стримеры с контрактами говорят обратное. А вот насчет статистики уже не попрешь. Ну, конечно, вот, если бы вот... Я бы тоже усирался до Талова. Да нет, нет. Да, конечно, нет. Эта платформа вообще лучшая. Ребят, можем договориться. Я вам половину дам. Да, вот очень бы хотел бы вот на этой платформе, да, стримить, да. Че скажем. А ничего, нормально общайся. Twitch экспериментирует с исследованием аудитории для стримеров. Грубо говоря, показывает, когда на категории находится основной актив, чтобы стримерам понять, когда подрубать. Аналогия с Ютуба. Только на Ютубе это фича. Блять, на Ютубе это уже сколько? Лет 5-6 эта тема. Я начинал стримить, она через год, через два, наверное, появилась. Уже 5 лет висит. Доедают последнее. Игровую выставку E3 2023 официально отменили из-за низкого интереса участников и рекламодателей. Хотя это крупнейшая выставка в мире, от нее отказались все крупные производители консолей. Это уже третья попытка возродить выставку после коронавируса. Да все ёп. неудачные. Видимо, со стримфестом такая же история. Сет. Обновили рекламный менеджер для стримеров. Теперь ручной запуск 3-минутной рекламы отключает предварительную рекламу на час, но есть возможность, Чё? что ее и вовсе отключат. По словам генерального директора, типа это отпугивает новых зрителей от стримера. Неужели додумались? Отпугивает, блядь. Еще один рекламный тест по подключению стримеров к брендам. Называется поощрительной рекламой. Вот основа этой поощрительной рекламы вкратце. Обновили многое. С одной стороны, сделали удобнее практически все. С другой стороны, по нескольким поводам уже начался бунт от зарубежных стримеров. Бренды и спонсоры, которые закупили рекламу Twitch, Да всё, понял, будут понял, что вы тут. оплачиваться Хватит чат ставками ломать. или баллами токенами. То есть Twitch пилит 45/55 со стримерами прибыль. Вроде все ок, но эти бренды теперь не будут закупать у них рекламу напрямую. Да и вообще Twitch может запустить любую Ёб рекламу на твою канале мать. стримера. Даже если он рекламит конкурента его бренда. Спонсоры уйдут от стримеров напрямую к Твичу, по факту заставив их себя рекламировать. Кто в выигрыше? Точно не стримеры. СНГ кайфуем, но и до нас доберутся. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Мне и так плохо. А вот YouTube в скором времени перестанет показывать рекламные баннеры во время просмотра с компа и ноутбука. Потому что Их вообще показывали, даже когда монетизация была? Их показывали разве? Чат? Я что-то сколько раз смотрел... рекламный баннер, он имеет в виду, это вот эти вот вставки. Все, я понял. Вставки, да-да-да, все. что метод устарел. Twitch же до сих пор еще тестирует подобные баннеры. Доедать устаревшие. То, что надо. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Вышедшие Source 2 и CS2 разорвали все новости в марте. У первого стримера с CS2 сидело около 200 тысяч зрителей. Строго отнул 40 кастов первым в СНГ с быткой, а в первый день релиза Контра набрала свыше 1,5 мульта зрителей. СМО и Шраут стали самыми популярными стримерами в первый день бета-тестирования. Все Source хотели 2 был посмотреть. катастрофически нужен. А потому что Сурс нужен. Потому что с первой версии выжили уже все высокие деньги. Чего? Стримерами в первый день бета-тестирования. Source 2 был катастрофически нужен. А потому что Сурс нужен. Потому тоже играет? что с первой версии выжили уже все высокие деньги. Готовьте новые, покупные новые анимации.
Покупные разноцветные домовые, новые ножи, скины на курицы до бесконечности, куча всего. Сейчас багов там до жопы, учитывая волхак одной командой. Открываем консоль и вводим эту команду. Это работает! Это работает! Без СВЧ-1, серьезно! Тише, шуметь. У меня ноги! У меня ботинки самосъемки убегают от меня! Но че вы хотели? Это же бытка. Не, ну это Еще бетка, и на ладно, телефон окей. походу выйдет. Уже готовы в течение лета смотреть одну и ту же КС на стримах. Еще и патч выкатили для Dota 2, который ждали почти 3 года. Превратили Доту в другую игру, дав новую жизнь. У многих начались проблемы с рейтингом, ведь его глобально переработали. Короче, Valve в начале года на лютом помпе, а подпивасы в тильте. Еще и старые обновления не выучили, а игры с такой картой будут идти по 80 минут. 80 минут полного погружения в Dota 2. Я не готова. Это я еще говорил про КС-ку по 40 минут. Бля. Я готов. Пока все учатся играть на новом патче Dota 2, Вода и Авилон второй месяц пытается связаться с Valve, ведь его аккаунт опять улетел в бан без объяснения причины. Стоимость инвентаря там не маленький, учитывая еще и перенос скинов CS2. Your profile's been forced private. Моя проблема. Опилку в техподдержку и все. Да, жалко, просят информацию с 2011 года, которую как бы... Пусть со мной свяжется. У меня была такая же проблема. Я себе эту проблему снял, если что. Тогда, помните, мне аккаунт тоже банили. Основной мой. Там было 27 на тот момент, по-моему, миллионов. Или 24, или 27, вот я не помню. Что-то в этом районе. Пусть свяжется, если, да, захочет. Ну, попробую, по крайней мере, хоть что-то сделать. Попробую. 28, по-моему, да, даже миллионов. Ну, короче, примерно эта же сумма. Если что, там цинкани. Вроде бы нигде не найти в этой жизни. Может уже сделать топик, просто какой-то написать топик в Твиттере, чтобы все его, чтобы они все типа продвинули. Я не знаю, что это вообще бред. Там все Потому что проще. скины начали дорожать. Ой, мама. Макривский уже больше 2 месяцев в бане, по извещению правительства. Кто верит? Я сначала посчитал это уткой, учитывая фотошоп до этого поста. Странно, что Twitch банит по запросу РКН, ведь у Twitch уже 16 миллионов рублей штрафа за неудаление материала, а Да тут им вообще резко на эти решили 16 забанить. миллионов. Как-то обидно. Вообще. Был предупрежден. После бана Рамчик решил реанимировать Ильшапэте с новостями и забрать мой хлеб, но чё-то как-то... Подожди, а за что? Казино? Казик, чи не казик? Что там? А? Я просто не знаю, что там у них. По-моему, казик там банили кого-то. Тянул с монтажом. Всего лишь на 3 месяца. Не так просто шарить по информации, писать сценарий, монтировать. Тем более в Sony Legacy LoL. Сейчас восстанавливать YouTube очень опасно тем, кто в списке РКН. Ведь YouTube, в отличие от YouTube Twitch, может иногда улететь. слушается правительства. Как и Трова. Уже забанили Виджилинка и Милстрой за казино. А вчера утром улетели в бан Бустер. Егор Крид и Плохой парень. Клип Ёб твою мать. Жестко прям взялись. плохого парня. Бля, причем самое забавное, либо я на эти паблики не подписан, либо я новости перестал смотреть вообще давным-давно. Я как-то настолько вот выпал вот из этой вот движухи всей стримерской, блогерской. Типа, ну я просыпаюсь, свои дела делаю. Блин, наверное, я просто очень много с малыми стал время проводить. Поэтому вообще просто выпал. Я пришел на стрим, постримил все и пошел домой. Парня тоже отлетел. Так что есть большая вероятность, что Ильшапэте могут унести за собой. этого казино. Как раз после вчерашних банов все и конкретно сели на очко. Ведь даже с первого списка улетел только Макривский. Многие не верили, А что за тема? Первый список, второй список, чего? На основании решений Федеральной налоговой службы РКН внес в единый реестр запрещенной информации 15 материалов
об организации проведения азартных игр, лотерей, размещенных на стриминговой Twitch. Ну, короче, от РКН. Но это очко. Это сейчас кого забанили, это мне кажется, в один конец дорога вообще. Что РКН может повлиять хоть как-то на Twitch. А Бустер вообще перестал стримить казик после попадения в первый список, как Строгой Парадевич с Корешем. Но все равно получил бан. Там все, что ли, я не пойму, казино стримили? Там, блядь, перечислили уже сколько их, причем крупные все стримеры-то вроде. Насчет разбана сложно сказать. Это, скорее всего, просто невозможно. Попытки обжаловать блокировку через суд вряд ли помогут, так как площадка работает в одностороннем режиме. Ну, это Что очко насчет всё. апелляции? Вот ответ техподдержки Твича. Попытки уже... Кудеса тоже забанили. Недавно действие вашей учетной записи было приостановлено по условиям причине удаления на основании извещения от правительства. Все. Это даже, я не знаю, кто в этом может помочь. Уже были. Но, как видите, все без успехов даже с хорошей опилкой. Даже извинения в РКН уже не помогут. Жалко только Бустера. Все розы погибают без воды. Другие уже полностью перешли или приготовились перейти на этап или на кик. Подожди. Чё? Другие уже Twitch как-то сначала вам хорошо вместе, ты любишь, стараешься для нее, делаешь популярнее, известнее, резко уходит, блокирует тебя без объяснений. Подожди, но секунду, давайте, блядь, реалистами будем. Я просто не знаю хронологию. Их предупредили о банах, то, что будут банить, или просто всех хлопнули? Ну, чисто, блядь, гипотетически всегда проходит какая-то информация. То есть то, что там, допустим, возьмутся или там где-то какой-то кипиш начинается. Я просто вот этого не пойму. Предупреждали. Ну, просто смотри, казик, если стримишь, то ты априори, да, получается... Я, конечно, не юрист, там, ни юридического образования нет, но, по-моему, априори, да, ты нарушаешь правила. Я просто казик ни разу не стримил, именно казик. Поэтому... Сколько предлагали, я вам говорил на эту тему, что эта дорога в один конец все равно рано или поздно будет. Вот, собственно, за них и взялись. полностью перешли или приготовились перейти на этап или на кик. Что за кик, блядь? Созданный владельцами казино. Блядь, кик принадлежит владельцам казино Стейк. Я понял. Это гениально. Балдеж. Бам-бам-бам, блядь. Не, ну это гениально. Зрителями, мертвым чатом и плеером от Твича предупреждения были проигнорированы. Деньги же не пахнут. За 2 месяца Мизулина выкатила 2 блэк-листа казиношников. 2 недели назад мы проводили круглый стол по теме незаконной рекламы онлайн-казино. Тут же отреагировал Роскомнадзор на Ёб твою мать. Каравай Альтаода, это Дота, да, по-моему? Я его как-то даже, по-моему, смотрел. Версута, это не знаю кто. Кудеса знаю. Киевстонера, Катана. Shadow. Что-то знакомое тоже. Shadow Кек, по-моему, да, он? Крит, Хованский, Злой, Зубарев, Мелстрой. Ёб твою мать. Света Солар, это, по-моему, ТикТок или что-то типа такого, я боюсь ошибаться. Опасная рука, блядь. Сила. Корейка, Ивилон, Айсберг, Шадоу, Михайлина, ёпта. Барби, это не знаю кто. Блядь, ну жестко. Ну, я вам говорю, то, что, понимаете, я не могу осуждать. А вот, ребят, еще раз говорю, если совсем быть, вот, ну, вот как есть говорить, ну, давайте объективно, ну, кто бы отказался от такого бабла? Ну, вот вам бы предложили, я уже говорил, сколько мне предлагали за рекламу казино на Твиче. Кто вот кто? Чего? Зонер? Где ты увидел? Зонер? Я в глаза, что ли, долблюсь? Саня тоже, что ли, отджекпотился? Поэтому я говорю, здесь, понимаете, осуждать... да, реально Зонер. 97 Зонер. Осуждать, ну, я отказался, но я еще раз говорю, каждый здесь, понимаешь, это вот такой тонкий, блядь, вопрос. Я не могу, я не то, что боюсь чего-то или еще что-то. Я не могу вот сказать, что был бы вот обычно я, допустим, да, работяга, и, ну, ты представляешь, бы такие бабки предложили. Но это вообще забей. Ну, ты прикинь, вот вам предлагают, допустим, там, несколько миллионов рублей в месяц. Я мягко еще вам говорю. Просто, ну, есть те, кто отказались, и, соответственно, им ничего не будет. Есть те, кто не отказались. Соответственно, они получат просто свое. Вот и все. Хорошо это или плохо? Просто я, знаешь, чего удивлен? Насколько, блядь, соблазн был и какие бабки предложили
допустим, Егору за то, чтобы он стримил казик. И чтобы он вот прям до талого прям топил. Это, блядь, это какие деньги там просто? Я не считаю, если что, бабки, мне вообще похуй. Здесь вопрос в том, что, ну, у него же, он же состоявшийся артист, у него карьера, у него, блядь, у него все есть. Но это не бедный человек. Бустер то же самое. Это огромные, это крупнейшие каналы. Ну, на Твиче, да? Не знаю, стоило ли оно того. Ну, пацанам виднее. Поэтому, бля, надеюсь, все равно надеюсь, то, что блокировки снимут. Просто пацаны как для себя выводы сделают и все. Не знаю, такое, конечно. Вращение платформам. 2 стримера на данный момент заблокированы. Все остальные, кроме одного, больше не рекламируют онлайн-казино. Мы получили от граждан 2000 обращений с фактами рекламы онлайн-казино. То есть эту работу мы не остановим. Будем поэтапно каждый раз новый список готовить. После первого многие стримеры отказались от казино и рулеток. Некоторых казиношников не коснулся список, и они продолжили стримить азартные игры. Но как только вышел второй и третий список с ними, сразу переобулись. Отдам должное. Лицемерных и продажных стримеров Мизулина нам сразу показала. Которые переобулись и извинились, поджав очко, когда запахло жареным. Да ну нахер! Блять, серьезно? Что? Вернулся Каравай, чел 2 года стримил казино, а тут вдруг одумался. Не, ну то, что Каравай написал, что типа, блин, все, я все осознал, казино это вред, вся хуйня. Это кринж полный, я не знаю, зачем. Такое, да. Лучше бы вообще ничего не Некоторые писал. извинились, но продолжили казино. Забавно вышло. Бля. Короче, очень странные ситуации вокруг этой темки. И как банит РКН стримеров тоже непонятно. Видимо, полный рандом. Ничего нельзя рекламировать, это все бан. Ну, да. Учитывая вбросы Мизулиной, что это она забанила челов. А по факту удаляем посты с Телеграма лол. Посмотрим, что будет. Скоро и за черную крипту с казино возьмутся. А там есть куда разгуляться. Душ от казиношников не только РКН, Ассоциация блогеров и агентств создала список самых недобросовестных. Кого ассоциация? Ассоциация блогеров и агентств? Блять, 7 лет стримлю, первый раз вообще слышу. Некачественное оказание услуг, блядь. Срыв рекламной кампании после ее согласования. Что-то как-то жестко очень душить стали. Очень жестко. Странно. Очень странно. Стримеров, которые не рекомендуют работать с этими стримерами, создали 3 подгруппы. Черный – блогеры с серьезными нарушениями. Коричневый – блогеры с серьезными... Действительно, какой же еще цвет-то, блять, придумать, мой любимый? Репутационными рисками. И желтый. 1 или 2 жалобы. Куда попал снова бустер? Полковнику не везет в последнее время. А как вам идея создать обратный список против агентств? Кстати, Twitch прекратил показ стримов в категории слот. Кстати, на самом деле поддержал бы такую тему. Есть куча орлов, нет, все-таки петушар, да, которые исполняют конкретно в рекламной сфере, просто наши зрители этого не видят, вот и все. А так бы черный списочек я бы выкатил, прям есть там, да, пару таких персонажей, да. С 20 марта, хотя в СНГ и так было заблокировано. Твой канал исчезал в теневые, его не было видно в отслеживаемых. Мизулина думает, что это из-за обращений из РКН, маловероятно. Не думаю. Twitch сейчас тестирует выделение оповещений зрителя, возвращение в течение месяца и достижения, типа как стрик просмотра. Это сообщение видит только стример и сам зритель. Хорошая задумка для взаимодействия с аудиторией, да. Но я бы пошел Неплохо. еще дальше, добавлял бы цифры стрика. И как дополнитель. Вот это очень крутая идея, Twitch-конторы, очень крутая идея, типа... Ты заходишь на стрим, допустим, ты один стрим посмотрел, просто хотя бы зашел. У тебя раз циферка 1. Допустим, второй стрим, то есть ты понял, как стрик просмотра стримов. И было бы круто посмотреть те, кто вообще стрим не пропускают. Там, может быть, даже какие-то плюшки среди них там разыграть, поблагодарить, знаешь, чисто от себя. Очень крутая затея. Значок в чате у никнейма. Таким образом, число непропущенных стримов будет видно всем. Еще больше взаимодействия плюс уважение от стримера за большой счетчик. 100%.
Фейза стали чемпионами ESL Pro Лиги 17-го сезона и гонки Grand Slam, получив смотрел. больше $1 миллиона, победив Клоудов со счетом 3-1. А Твистс Фейзов стал первым игроком в истории, который имеет на счету 2 Grand Slam. 3-2-2 или как? And now it's just Buster and Hobbit left up in this one, but they can't find a thing! FaZe Clan do it in 4! They pick up the trophy, and it just all starts to break. You have the Canadian sensation, Russell Van Dalkin. Молодцы. The only man to do it twice. And of course, Так называемых треш-стримеров скоро будут сажать в тюрьму до 2 лет. Или давать штраф до 2 миллионов рублей. Сама Ну, им вообще, жесткая мне мера кажется, за насрать на треш-стримы это. с несовершеннолетними. Опять же встает вопрос, как они будут понимать, треш-стример это или нет. Тем более, что жертвы замалчивают ситуации за бабки или это вообще актеры. Короче, для таких стримеров будут новые законы, изымать все оборудование и блокировать донат-сборы. Ушла эпоха. И слава богу, Эвилон вышел сухой из воды. Хотя, как сказать... Появилась инфа о дате анонса GTA 6. Говорят, что покажут масштабный анонс трейлеров и тизеры с подробностями Вот это механик. нельзя пропустить. Отдельного режима мультиплеера не завезут. Будут развивать существующую GTA Online. Покажут трейлеры 17 мая. Кто ждет плюс Аните? Плюс. Twitch обновит редактор клипов для мобильного приложения, чтобы конвертировать моменты в вертикальном формате. Для облегчения репоста или перезалива на другие площадки. Типа как Дмитрий Гузлик заливает шортсы. Кайфарик. Даже открывать Прикольно. Premiere теперь не нужно. Старый доволен. Как Twitch сбился с пути. И что творится за порогом офиса. Внутренние проблемы, проебы и многое другое от бывшего сотрудника Твича. На самом деле очень много инфы в посте. Вкратце, все плохо. Лучше я просто ссылку в описании оставлю, кому Даже интересно. читать не буду, я даже не удивлен. Ну, ладно. С 22 марта Twitch отключил двойную аутентификацию по SMS в России. Теперь у нас двухфакторка будет через приложение. Рекомендую защитить аккаунт, чтобы потом не плакать. Как его защитить, когда он в бане, блядь? А? Не слышу. Илон Маск запустил самый мощный космический корабль в истории. Старшип на прямой трансляции в Ютубе. Онлайн там достигал до 1,7 миллионов зрителей. Взлет был успешен, но ракета взорвалась, не долетев до орбиты. Охренеть. Блядь, сколько ж денег-то, ёпта, он бахнул. Бам, блядь. А что происходит? А чё они Да так, ничего. Просто как бы. хлопают? Минус 2 миллиона долларов. Что-то я думаю, что там не 2 миллиона долларов. Я думаю, что там это только с запуска. И сколько сам корабль стоил. Помните, я вам показывал, как стример общался с нейросетями в виде стримеров? Игра зашла далеко. Теперь ведущий тоже нейросеть, который общается с нейросетями и задает вопросы из чата. Joe Biden, why are you always so sleepy? Чего? Because I'm an AI now, so I guess my hardware needs some battery power. I don't usually comment on the state of cryptocurrency, but this Dogecoin is something special. Plus, the oof meme is always an honorable mention. Meme review. Чего? Мне сейчас мозг взорвется. Who doesn't love a good look at my dungeon? You know my dungeon never disappoints. Everybody be safe. На месте. Now let's see some of that oiled cocks and lubed up buttholes. В танке захотелось поиграть, блядь. That's the stuff. И это даже не все. Теперь он может копировать абсолютно любого стримера с интонациями. И даже героев из мультфильмов. George Carlin, he's a Охренеть. loser when it comes to kissing. Well, that's a stupid fucking question if I've ever heard one. Joe Rogan, what happens when elk meat is in retrograde? Crack cocaine gaming. Gordon, I stuck my pee in a candle. What do I do? Oh dear, you Охренеть, donut. ты What were you прикинь? thinking? XQC who? Bro, I'm the king of this platform. Просто промолчи. Очень сложно. Очень сложно, но я смогу. Я смогу. Я смогу. No one can compare to my unlimited Riz. Но баги все так же присутствуют. У нас тоже появился аналог. К сожалению, первый тестируемый Хесус. Хесус, ответь-ка нам, пожалуйста. Есть ли человек, которому ты вообще завидуешь, может быть? Ты сейчас серьезно? Посмотри на меня. Я самый харизматичный, самый красивый, самый умный, самый смешной.
По сравнению со мной даже Диппинс так себе. Мыло со стола или хлеб с парашей? Блядь, ты серьезно задаешь такой вопрос? Ты, наверное, думаешь, что это какая-то альтернатива, сука? Это просто выбор между говном и говном нахуй. Ладно, смотри, я эксперт в этом вопросе. Нужно выбрать хлеб с парашей. Почему? Потому что котлету и говно. Оно все же питательнее. Нам и первого Хесуса хватает. Даже его имени не говори. Самое отвратительное, что я с детства его знаю. Также нейронки создают бесконечные мультфильмы и аниме по типу Спанч Боба, Рик и Морти. Да и в принципе бесконечное Нейронки количество создают. можно насобирать. Morty, we're gonna switch up the lyrics to Despacito and make them all about farts. Farts? That's right, Morty, we're gonna call it Fart Sashito. Whoa, Rick, that's not cool to say about my mom. Well, your mom is a bitch, Morty. What do you call an alligator in a vest? Oh, I don't know. What? Always break time. Чего? Well, my theory is just as valid. Maybe the people. Fuck yeah, it's like a magical word that makes everything better. Это нейронка? SpongeBob, do you want to play fuckball with me? Fuck yeah, I love playing fuckball. It's the best game ever. Fuck yeah. What's up? Squidward? We're gonna rule the world with our bronies. В будущем ребенка можно будет посадить просто за Twitch с нейронками, а не за телевизор, ведь он даже разницы не выкупит. Twitch запретил использовать дипфейки и борется с проблемой защиты права и репутации стримеров и пользователей. Не так давно на Twitch запускались стримы с 18+ контентом с дипфейками. Это отразилось на площадке не лучшим образом. Теперь же это будет тщательно модерироваться. А как именно не сказано, как раз недавно форсили дипфейки Стендерли, которые дошли даже до ее семьи. Я надеюсь, что все понимают, что Это я это что-то просто слышал фейк. такой Причем карусель. тут моя семья? Зачем? Зачем как-то этого касаться? Я просто не понимаю. Это я еще молчу про дипфейки с Гайкой годовалой. Гайка, заебись. На самом деле, я вам так скажу, что-то где-то я в каком-то я паблосе, не помню, то ли в топоре, то ли еще где-то я видел вот эту шляпу. Бля, ну там типа повестись на это, там слишком видно, что это фейк, монтаж и шляпа вообще полная. Ну, типа, ну такое, блядь. Не знаю. Давности? Ну ше, привет, интернет. У меня памяти 16 мегабайт. Twitch запустил опцию настройку контента, которая предлагает некоторые категории, и после выбора выдает рекомендацию стримеров, которые находятся в прямом эфире. Прикольно сделано. Только засунули в жопу Твича, новая аудитория даже не найдет. Twitch проводит несколько обновлений и экспериментов с мобильной версией, а именно, рейд можно теперь отправить прямо в приложение, а не краш. Вы знаете, вот кто бы, как бы я херово не относился, да, на данный момент к Твичу, я вам скажу так, то, что все равно Twitch всякую тему двигают по техническому, по технике, да, то есть там какие-то улучшения делают, еще что-то, заходит, не заходит, но они пытаются это делать. Кстати, Google тоже не особо отстает, потому что, допустим, они очень часто выкатывают какие-то обновления для творческой студии, что-то продвигают, что-то делают. И, кстати, зачастую мне эти обновления на Ютабе тоже нравятся. Очень полезные бывают иногда и очень хорошие. Например, последнее обновление творческой студии. Очень крутое. Поэтому как-то так. Это очень хорошо, да. Были просить редакторов. Полностью обновили внешку для запуска IRL-трансляции с приложения Твича, редакцию во время эфира и просматривать чат, который также обновили для вывода на экран. Ну и включение автомодератора во время эфира с приложения. Вовремя подсуетились перед летом. Манки Сквад полностью перебрались в Москву в один жилой комплекс. Станислав наконец-то дождался. А строго, видимо, что-то знал. В Питере остались только дед, Ликс и Дина, блин. Ушла эпоха. Начинается новая. Братишкин и Мазилов сгоняли в Японию с IRL-стримами. Одни только билеты, это только билеты. 300 тысяч. То есть в общей сумме в Японии, на Японию было потрачено около 800 тысяч. Лизовский еще даже не отмонтировал 4-годовалую поездку в Гонконг, а тут... Билет в Японию 300 тысяч? А, ну он, наверное, имеет в виду туда-обратно. Ну, 150, правильно, в один конец где-то. Я не думаю, что это в одну сторону. Но был когда-то, по крайней мере, я слышал, что-то 130-150 тысяч билет в те степи. Но я не уверен, что это
Я думаю, туда-обратно, до стопудово. Опять. Скоро туда поедет Алина Рин тоже с ирайльчиками. Илюха собирается туда летом. Если мои домашние дела не Да не, на всех. то я ориентировочно в августе, то я по учебной визе съебусь жить в Японию. Вот что делает с пацанами аниме. Заберите меня кто-нибудь туда, пожалуйста. Хесус выкупил баннер с рекламой своего Twitch-канала на Таймс-сквер. Наверное, какой-то этап преодоления. Прикиньте лицо челов при заходе на его канал, когда основная аудитория и сам Хесус русскоговорящий лол. Подожди, а зачем? Если честно, это, по-моему, очень глупое вложение денег. Почему? Потому что, хотя, может быть, он на англоговорящую аудиторию тоже стримит. Не знаю. Странный мув. Но, может быть, знаешь, как он не выкупил? Может, там где-то кто-то подогнал или кто-нибудь из подписчиков. Может быть, мечта его, да, была. И что такого? Ну, вот мечта, вот хотел человек, ну и что? Так что, ну, такое. Если мечта, он дал, как вы пишете, ну и крутяк, что? Не знаю, мне кажется, это очень круто. Мечта и мечта у человека, у разных людей свои мечты, да. Королеву Хотап Сасумы Air стримов разбанили спустя 2 года. Именно она была первооткрывателем этой темки заработка, за что и отлетела на 2 годика. Впрочем, контент не изменился после бана. Кстати, эти королевы уже в тильте. По статистике стрим-чарт топ-стримерши в течение 3 месяцев стали ведь убежище, а в самом чарте всего 3 живых человека. Все остальные 2D лоли. Некоторые стримерши уже выкупили фишку и превращаются в ютуберов. В скором времени еще и 2D нейросетки подтянутся. Ну щи аниме, пацаны. Скоро в маске волка, как у меня один друг, лучший. Застримим, пацаны, нормально. Вот и про замену. Наша 2D нейросетка уже научилась видеть и даже петь. Да, деньги, да. Очень хороший трек, да, мне очень нравится, очень нравится. Вдруг внезапно понравилось творчество, да. Капец. За Даже правду не страшно бьют. представить, че дальше будет. Амарант собирается выйти на ринг, сразиться против другой стримерши 1 июля этого года, как раз вовремя начала тренироваться, потому что сталкер из Эстонии снова попытался проникнуть к ней домой. Вот на нем и потренируется. Пятерке мама подарила микрофон Союз, но есть получше. Черный баран по имени Кирилл. Крутой микрофон-то Союз? Да, это микрофон. Кого? Да нет, я так. У тебя микрофон как у Хесуса. Ой, у Хесуса как у тебя. Да. Это Кирюша! А что он с ним делать Что я будет? с ним делать? Это баран! Это баран! Это баран! А что мне с ним делать? Подожди, а Есть что он мнение, реально... что они с ним будут делать дальше. Как правильно готовить баранину? Мы с Кириллом мужчины. Ну, я добыл, по сути. Кирилл убил. Не убил, а добыл тоже. Освежевал. Освежевал, да. Челы пошли еще дальше, и позже подарили Мельшеру лошадь. Привет. Кого, блядь? Как вы думаете, на день рождения, что могли подарить? Да я не верю то, что они... Да в смысле? Подожди, ну это типа, ну такое. Да не, по-любому это по приколу или привели откуда-нибудь, или еще что-то. Хорошего, не гоните, что ли? Какую нахуй лошадь? Лошадь. У тебя будет жизнь. Меня мама убьет. Че, когда поездка в Казахстан? Стримеры Шраут и Сакриель будут принимать участие в разработке игры Project Street. Кстати, не первый раз слышал эту тему. Подробности о игре пока неизвестны. Но это будет выживалка. Самое разумное решение — брать в команду топовых стримеров по прохождению игр, чтобы сразу понять, что нужно зрителям и игрокам в целом. Очень Респект логично. студии за такой смелый шаг. Плюс. Уже запустился конкурс от Пригожина на 100 миллионов рублей. Кто сделает самый лучший и достойный аналог Ютуба? Рутюб, как дело там. Чуть позже владелец Муз-ТВ запустил Муз-Тьюб, типа отечественный аналог Ютуба, со своей идеей переключения видосов, основа клипа и новости про артистов. С каким-то странным эквалайзером контента, который генерирует то, что ему нужно, а не то, что тебе.
Идем дальше. МТС планирует запустить аналог YouTube уже в этом году и превратить из вас в полноценный видеохостинг. Стоимость новой бесполезной идеи от МТС 1,5 мульта рублей. Неплохая сумма, чтобы... Ты ничего не перепутал? Стоимость новой бесполезной идеи от МТС. Там, по-моему, немножечко вы напутали. Там, по-моему, братик, не миллион. Там, по-моему, 1,5 ярда. Вы знаете, вот честно говорю, далек от техники, вот от всей вот этой, да, вы знаете, то, что я в этом плане вообще не это, да, как и на стримах, в принципе. Но ты вообще представляешь, что такое 1,5 ярда? 1,5 ярда — это какая платформа, куда столько денег должны втулить? Чего, блядь? Мне просто интересно, что они за эти бабки хотят. За 1,5 ярда можно просто зайти и сказать: ребят, всех стримеров взял, вместе в одном собрал. Вы теперь, в принципе, стримите здесь. И все вот так встали. Браво! Стоя, блядь, просто похлопали. Что-то какая-то нереальная сумма. Просто нереальная. С 1,5 мульта рублей. Неплохая сумма, чтобы попинать труп в надежде оживить. Еще и Snoop Dogg объявил о своем участии в создании новой стриминговой платформы. Да будет ёб называться твою мать. Шиллер. Контент будет монетизироваться через NFT. Где нарисовал, там и продал. На Твиче же они запрещены. Посмотрим, что будет. Я вообще запрещено? думал, что он только рэп читает и траву курит. Lucky Girl обновили образ, добавив несколько стримов с Я видел. разными жанрами. Несколько дней мигало синее окно азбукой Морзе. А после появился новый персонаж. Теперь на канале 3 стрима в параллель друг другу. Чем больше персонажей, тем больше монетизации. Шарите? Help me. They've been holding me here for 7 years. Новость про доброту. Западный стример Хасан Аби пожертвовал нескольким приютам для животных более 15 тысяч долларов. И лично туда сгонял. Ray is just like not listening to the rules at all. She needs pets. And named them Charlie's Angels, and that's his pet. Как это работает? Всегда смотришь на котиков, на собачек сразу такой... Это после $1 миллиона благотворительности с землетрясением в Турции. Не меньшими показателями проявил себя и Маркуши Гвакамоле, собрав больше 250 тысяч рублей для 2 приютов животных на благотворительном стриме. Доброе утро, угадайте, где? Хорош, молодец. Плотный респектыч. Помните Стася и как просто. Заблокированные каналы на ютубе и завершение карьеры. Почему там такое огромное количество людей, которые прям, ну, как будто бы не любят Россию, создается такое впечатление? Вы знаете, у меня близко нет такого ощущения. Простите, если мы собираемся писать политический репортаж. Директор по маркетингу сервисов Яндекс ушел на первой минуте интервью, блядь. Не, мы можем убрать тогда этот вопрос. Завершить свою карьеру он решил на Соловьев Лайв. Забавная ситуация. На YouTube обычно банят каналы, которые, типа, там, с государством как-то связаны. Меня никогда, блядь, никто не финансировал. А первое, что случилось со мной, как только я высказал свою позицию, за которую меня назвали На этой ноте и закончим. Обещал монтаж номинаций. Слово сдержу. Основа все равно новости. Но кого не было, то все равно были в ТК Клипс, где нарезки каждый день. Короче, поехали. От ФК месяца сразу несколько номинантов. Покемон Нейм опять пересматривает все фильмы Марвел. Жаски Йогда тоже за фильмы. Кто же знал, что КСеры превратятся в кинотеатр? А короли АФК номинации у нас Зубарев за фильмы. И, конечно же, Фруктоска за все серии кухни. Это, конечно, сильно. Поздравляем АФКшеров. Или есть второй вариант. Я сейчас запущу и типа буду сидеть. Вы сделаете вид, что я сижу, а я пойду спать. А Ярик потом офнет его. А если будут кто-то новые приходить, вы скажете: отец спит, мы смотрим фильм. С вами сегодня я, DP Инс. И сегодня мы будем смотреть с вами фильм. Обсуждаемый шип месяца до сих пор удерживают бустеры дилера, хотя сразу видно, что парочка не для хайпа это делает. Совет да любовь, как говорится. Бля, вот эта тема, вот это вот, кто с кем где поцеловался, кто где кому присунул, блядь, кто где с кем спит, жрет, срет,
Господи, кому нахуй это вообще интересно, а? Ой. Орущие на друг друга братья-близнецы в доте. Что может быть лучше? Ну и тиктокеры дышат в спину. Поздравляем, короче. Мы показываем, как должны выглядеть дотеры. Как должны выглядеть игровые стримеры. Всем привет, Дота 2, ребят, Дота 2! Ребят, мы... Вы заметили, что... Во-первых, братикам привет большой. Вы заметили то, что Дота, она... Людей, она это... Начинает вылезать... Вот это вот... Блять! Лезет, блядь, она снутри, понимаешь, она вылезает, сука, вот это вот. Очень крутые ребята. В реале очень рад, что много общались. Нереально позитивные, блядь, нереально крутые типы. Очень крутые, очень жаль, что уехали. Очень жду, когда вернутся. Очень крутые чуваки. Реально вам говорю, блядь, клянусь вам, они себя так же ведут в реале. Абсолютно так же. Вот абсолютно так же друг друга, блядь, перебивают, так же угорают. Это понимаешь, вот... Это вот такие вот куски позитива, это просто забейте. Они вот, знаешь, вот настолько вот позитивные, крутые люди, насколько это возможно. Я не знаю, вот сколько мы с ними там чилили, сидели там в разных местах, еще что-то. Очень крутые типы, блядь. Просто вот поугарать, поднять настроение и пообщаться. Очень добрые, крутые типы. И, кстати, очень много работают именно вот в плане над контентом, заморачиваются. Там, знаешь, вот что-то хотят, постоянно новое. Не знаю, очень крутые ребята. Вот у меня вот такое мнение сложилось. Запустили Доту! Ребят, всем привет! Дота сегодня веселая Дота, ребята! Это ответ, почему я не играю в Доту. Это ответ, хотя очень хочу. Очень хочу зайти, но я боюсь, зная себя, зная, как у меня иногда в Counter-Strike вот это вылезает, вот этот второй, вот этот, блядь, после 20 с лишним лет игры в КС-ку, она... Ты говоришь, давайте спокойно посидим, поиграем на фейсите в этот, а там... блядь, здорово, ёпта! Минус 25 элла, все, оно отлетело. Ты понимаешь, ты только зашел, еще разминка идет, еще даже не на живой раунд, а там уже... Сука, думаешь, блядь, да ёб твою мать, а! Вот, а Дота это вообще, это уникальная игра, да, добро. Давайте так. Бля... Ну нет, ну это слишком, это... Блять, ну я сейчас боюсь, я сейчас скажу, это очень опасно. Это очень опасно, надо много сказать, чтобы... Все равно этот ролик много не посмотрит, 50 тысяч лайков, и мы с вами бахнем марафон по доте. Тебе лечиться надо, ну сходи к доктору, ёлы-пал, не в интернет, а к доктору. Пусть тебе посоветуют, как от говноедства отвлечься и заняться нормальным для мужчины делом. Давайте так. Блядь, я сейчас ляпну, сейчас можно встрять. Давайте 7, нет, 5. Все, 5 стримов по доте. Третий. Не кричи мне в ухо, придурок! Кусок дерьма ебаного, не кричи! Нажал бы стики раньше, у тебя были. У меня были стики, ты тупой кусок дерьма, нахуй. Да, ты не нажал. Ты что, долбоёб? Вот так сидишь. И можешь сесть сюда. Я напоминаю, это крайне позитивные люди. Я первый раз даже слышу, как, мне кажется, они матом ругаются. Это... Играть. Ты можешь сесть сюда играть, тупой днище ебаная! Мы из-за тебя игры проигрываем! У меня жопа не горит! Зачем ты это делаешь? Ребята, зачем ты это делааешь? Это что, твой стрим личный? Я крики не буду. Поставь сюда нормально! Ай, бля. Поставь нормально! Ты крыса ебаная! Крыса ебаная ты. Иди нахуй. Я Олег, у меня чуть шире лицо. Это правда, блядь. А член одинаковый? Я их никогда не различал, я вам клянусь. Сколько бы они мне не пытались объяснить, кто есть кто, я просто говорю, Олег, то есть подходишь, говоришь, Олег, здорово, он говорит, привет. Я говорю, о! Я говорю, заебись. В качалочке, помните тогда стрим? Я говорю, ну Олег побольше стал. Он говорит, ну да, побольше. Я говорю, о, Олег. Я говорю, о, Олег. Я говорю, вот оно. Да, то есть такой лавировал всегда, да. Но на самом деле, если без шуток, ну, когда вот побольше общаешься, уже начинаешь отличать потихонечку. Так, давайте мы здесь достанем пенис и будем мерить их. Ты реально тупой. Он не прикалывается, что вы понимали. Что вы понимали? Он не прикалывается ко мне. Он не прикалывается. Он реально такой тупой, нахуй.
Пошел нахуй, черт, крикли. Пошел нахуй, ты меня сбил с толку. Ты реально баран, что я его прожал? Отойдите так, короче, мне пошел, охуел, иди сам, дура, сука, злая залупа мерзкая. Это родные братья, нет, это приятели. Приятели встретились, просто похожие люди. Сейчас, последний раз приду. Я помню эту злоебучую игру. Помню. Блять. Я думал, я с ума там сойду. Блять, как смешно, какая приятная... Я врываюсь, кирдошика, нахуй! Как он выжил? Макс! Чё, блядь, нахуй? Спать! Да ты чё делаешь, блядь? Давай, погнали, Вилвай, жестко. Вообще пьяный или чё нахуй? Я подхожу. Я вижу Лёна, долбоёб! Он даёт стан! Ты прыгаешь за кухню, себе долбоёб! Он даёт стан! Я вижу, как он даёт стан, я думаю... Я вам говорю, Дота — это уникальная игра, это прекрасная игра. Это люди в пати играют, я напоминаю. Мне кажется, если там играть не в пати, а в принципе, ну, всем вместе, дружной компанией с тиммейтами под пивасами, я думаю, что там можно сойти с ума, блядь. Серьезно вам говорю. Просто чокнуться можно, и закончить сразу. Очень много людей благодаря этому каналу стали... Это великий человек. Это Головач, это, блядь, это в жизни крайне спокойный, очень такой он, как вот сказать, ну, я его один раз видел, не буду говорить где, вот, очень спокойный человек такой, знаешь, прям, ну, типа на чиле такой он, вообще, блядь, на стримах, я вот последнее время, знаешь, как получается, я его стримы в повторе смотрю, то есть его... Получается, дневные, да, наверное, стримы. Короче, я их смотрю, когда просыпаюсь. Да, в первой половине дня. Это уникальный контент. Это оно прям. Реально круто играть. Пасть рискует. Да в пизду нахуй это дерьмо! Рот ебал этой игры! Смотри, Тини занят. Тини. Знаете, мне кажется, я когда начну играть в эту прекрасную игру, если, не дай бог, вы соберете лайкосы, я вам без шуток говорю, я очень этого боюсь, не знаю, зачем я это ляпнул, блядь, теперь сижу, жалею. У меня такое странное ощущение, очень странное, что от меня отпишется очень много людей и очень много подпишется. Блядь. Блядь! Что ты орешь, блядь, долбоёб? Ты у меня сейчас ляжешь в ноги здесь, ты меня услышал, на? Закрыл ебало и слушай, что я тебе говорю, на? Ты 400, мы от капоте везешь. Ебало закрыл, сейчас с кокаином поедешь в бампере. Тебя наши арестуют, только ты выйдешь. Блядь. На IRL стримах контента хоть же поешь, особенно на канале ТК Клипс. Поэтому номинации, как обычно, таким списком сделаем. Первое место, как обычно, хозяева. Второе место, возродившийся... А чё, по инфе будет что-нибудь еще? Манки Сквад. Дальше у нас ПЗД. Ну это типа, я не Twitch стример. Поэтому, типа, думаю, вы тоже. Кайпары. Конечно же, универсальный разводной ключ. Короче, поздравляем парочек. Красивые волосы, не думала сбрить усы. Идиот. А то, что ты мне усы сбрил без моего желания, это как? Тебе, кстати, нужно еще раз их подбрить, потому что уже колешься. А вы только бреете шеи? Я тебе сейчас еще очко побрею. Вот у тебя твои 5 причин, почему надо завести девушку. Чтоб по дому ходила, чтоб глаз радовала, чтобы она деньги мои тратила. Вот у меня такая умница выросла. Вот такая вот.
Ебать, я пещеру нашел. У меня тоже большая. У тебя прям настолько большая? Ну, наверное, не настолько. Насколько? Бля, пока в чат не посмотрела и не увидела эти скобочки. Короче, в реальной жизни была история, где чел зашел в отель с девушкой и типа чемоданом большим, а вышел просто с чемоданом. Знаешь, что он сделал? Он в номере распилил девушку по частям, сложил... Я вам скажу так. Вот всегда надо опасаться не тех, кто там задиристый, знаешь, такой весь крутой. Всегда надо опасаться. Первое, это последних пацанов вот этих вот, с последней парты, вот этих тихих, спокойных, блядь. Потому что они автомат Калашникова на уроке ОБЖ, блядь, собирают, разбирают с закрытыми глазами за 12 секунд. Понимаешь? Это, ну, это такие ребята, да, с ними надо дружить, блядь. И второе, это маленьких милых девочек, блядь. Вот таких вот. Которые... У них она будет стоять, улыбаться, такая милая, такая хорошая, а сама, блядь, в чемодане там. Жил ее в чемодан и вынес в чемодане. Она что, реально в чемодан поместилась? Что это такое, блин? Так, Что за скрин у нее нахуй? маленькая, я имел в виду по росту. Хренен. Не знаю. Это не я, блин. Это не мое. Это не мое. Сереж, мы в Москву не едем, кстати, реально? Ну-ка. Алло, Ольга, размуся. Ну-ка, расскажи-ка по возможно. Ну, я потому что беременна. Моргни, если тебя держат в заложниках. Ну вы что, ребят? Что вы несете хуйню? Подожди, у тебя глаз дернулся или что? Это нервный чистотик. Что думаете? Ну, пишет, ствол убери, блядь. Пивной 24 уже. Понятно. Бать срач. Давай. Только попу не поворачивайся, это будет дырка. Что, реально дырка? Да, особенно когда ты нагинаешься, там она прям, ну, вот такая. Да ну это понятно! А! Есть по инфе, нет еще что-нибудь? Инфа есть какая-нибудь? Дальше просто типы угорают, я понял. Да. Слушайте, ну, вот со слоником, да, хороший превью. Короче, я знаю, что вы этого делать не станете. Это не байт. Вы этого делать не станете. Я вас по-человечески прошу, давайте просто спокойно попроходим игры. Давайте спокойно не будем усугублять без того усугубившее. Буба, блядь. Я его на превью этого слона поставлю. Не спрашивай, почему, просто потому что. Короче, вы поняли. Да, за место себя причем. Поставлю Бубу. Это будет слон Буба, блядь. Да, охранять этот видос. Короче, это... Да, там... Короче, вы все знаете. Лайки, подписки, давай все.